В массовом сознании эти ребята что-то среднее между ураганом, который забыл выключить утюг, и кошмаром стоматолога. Ржавые топоры, кровавые жертвы Одину и в особо запущенных случаях превращение в медведей прямо на поле боя. Потому что, ну а чё, скучно же. Их рисуют нам как грязных, диких, вечно пьяных и бешено орущих варваров, которые только и ждут, чтобы сжечь очередной монастырь и утащить девушку за волосы на корабль. Ну, знаете, классический набор из любого фильма с бюджетом поменьше, чем у «Игры престолов». Ну а давайте на минуту представим, что Голливуд — это просто дядя, который врет нам в глаза. И разберемся, какими же были настоящие викинги. Отложим попкорн, включим режим исторического детектива и приготовимся удивляться. Потому что то, что вы сейчас узнаете, перевернет ваше представление о суровых северянах с ног на голову. Держитесь за свои рогатые шлемы, хотя нет, их не было. Но обо всем по порядку. И поверьте, порядок этот будет похлеще любого сценария. Поехали! Миф первый. Викинги – это народ. Вы думаете, викинг – это такой суровый дядька с паспортом? А вот хрен вам. Викинг – это профессия. Ну, как тиктокер или менеджер по продажам, только вместо ноутбука – корабль, а вместо кофе – кровь врагов. Представь себе, что вы говорите «я работаю программистом», а вам в ответ «о, так ты, наверное, из Кремниевой долины?» Вот так же и с викингами. Это род деятельности, а не национальность. Само слово означает «человек, который попёрся в море, потому что дома ему надоело». А Скандинавия – это не одна страна, а целый исторический фестиваль народов. Норвегия, Швеция, Дания и, если повезет, Исландия с Финляндией. И каждый из этих народов имел свои обычаи, свои диалекты и свои причуды, как у нас регионы отличаются майонезом в салатах. Так что если кто-то говорит «я викинг», это звучит как «я путешественник», а не как «я русский и у меня проблемы с сантехникой». И, кстати, если скажете скандинаву, что он викинг по происхождению, он скорее всего обидится и поправит. «Я норвежец». А викингом я был лет 5 назад в одном походе. Так что запоминайте, чтобы не попасть в просак. Миф 2. Викинги – это кровожадные завоеватели. Спокойно. Большинство этих бородатых ребят были мирными фермерами и торговцами. Они продавали меха, китовую кость, украшения и разводили скот. Потому что война – это, конечно, весело. Но кушать-то хочется каждый день. И знаете, возиться с овцами и сеять ячмень куда как спокойнее, чем получать стрелой в колено. Да, иногда они срывались в походы, и тогда да, пепелище гарантировано. Но чаще они просто плыли основывать поселения, как туристы, но только с топорами. Они основали Рейкьявик, Дублин или Мерик. А их деревни нашли даже в Америке, потому что, а почему бы и нет? То есть, по сути, они были первопроходцами, а не просто головорезами. Колумб, конечно, крут, но викинги доплыли до Америки на 500 лет раньше, просто не стали устраивать пресс-конференцию. А самое страшное наказание у них было – это изгнание. Человека отправляли в лес, и это звучало как отпуск без Wi-Fi и кофе. Представьте, вы провинились, а вам говорят «иди погуляй». Жесть. В обществе, где без поддержки рода ты никто, это было хуже смерти. Одиночество в диком лесу с волками и без доступа к цивилизации – вот это реальный хоррор, а не ваши подвалы с зомби. Миф 3. Викинги – это похотливые дикари. О, сейчас будет больно. Типичный викинг – это семьянин с хозяйственной сумкой. Ученые Осло заглянули в их ДНК и поняли – жены таскались с мужьями в походы, чтобы те не скучали. То есть пока мужчины рубились,
Женщины были рядом. Готовили, лечили раны и, вероятно, следили, чтобы те не натворили глупостей. А некоторые женщины вообще сами рубились. Легенда про щитоносец – это не шутки. Археологи находят топоры и стрелы в женских могилах. Так что образ хрупкой блондинки у очага – это уже перебор. Они могли этот очаг сами разнести, если что. Причем не только в легендах. Исторические хроники викингов упоминают женщин-воительниц вполне серьезно. Так что Белатриса Лестрейдж отдыхает. Скандинавские дамы-то были покруче. Миф номер 4. Викинги не следили за собой. Да вы что? Они были модниками похлеще современных блогеров. Носили массивные золотые и серебряные браслеты, типа средневековых роликсов, которые можно было заложить, если надоело. И это было не просто украшение, а буквально ходячая кредитная карта. Отломал кусочек и расплатился. А еще они расчесывали бороды гребнями, потому что нечесанный – это не солидно. Гребни для бороды находили почти в каждом захоронении. И это вам не шутки. Уход за собой был возведен в культ. А еще они чистили уши золотыми ложками. Да, золотыми, чтобы серу не разносить. Археологи до сих пор находят эти мини-ложечки в женских и мужских захоронениях. И выглядят где-то они как инструменты косметолога из будущего. Глаза подводили сурьмой. Не для красоты, а для ритуала. Но арабский путешественник заметил: «Ребята, вы теперь еще и секси». И ведь он был прав. Контраст между суровой внешностью и таким уходом поражал даже видавших виды купцов. Так что это не дикари, а такие суровые денди. А они даже мылись раз в неделю, что по тем временам было почти немыслимой роскошью. Европейские короли в это время могли пахнуть так, что конь на ходу спотыкался. Миф номер 5. Викинги носили рогатые шлемы. Это вообще цирк. Виноват Вагнер с его оперой, где в 1876 году один чувак вышел в рогатом шлеме, и зрители такие: «Вау, берем!» И пошло-поехало. Открытки, скульптуры, фильмы, даже хоккейные команды. Все с рогами. А по факту никаких рогов и не было, потому что в бою за такую хрень ты зацепишься за ветку или соседу за плечо, и прощай победа. Непрактично, как челка в метро. Более того, ни одна археологическая находка не подтверждает рогатые шлемы у викингов. Единственный рогатый шлем нашли в Дании, но он датируется бронзовым веком, то есть за 1000 лет до викингов. Так что если увидите викинга с рогами, знайте, это либо косплей, либо жертва стереотипов. Миф номер 6. Викинги были плохо вооружены. Ха! Скандинавы были кузнецами с золотыми руками. Их оружие было острым, как мой язык, а мечи имели имена, как у людей. Например, разрушитель щитов или жало змеи. Звучит серьезно, правда? Если хозяин меча умирал, то меч убивали. Его сгибали пополам, потому что без меня ты никто. И в могилах находится все. Мечи, топоры, копья, гарпуны, ножики. Целые арсеналы. Но мечи – это была роскошь. Чаще они просто махали топорами и щитами. Как говорится, меч для понтов, топор для дела. И, кстати, качество их клинков было настолько высоким, что некоторые технологии до сих пор вызывают восхищение у современных металлургов. Миф номер 7. Дракары – это только боевые корабли. Дракар – это как швейцарский нож в мире судов. И грузы перевести, и в долгое плавание, и врагов попугать. Он мог идти и на веслах, и под парусом. Имел мелкую осадку, что позволяло заходить в реки и высаживать десант в любом месте.
А вот полосатые паруса и щиты по бортам — это уже приколы художников. Щиты там висели, да, но полоски — это, так сказать, что у всех викингов была татуировка «I love you, мама». Никаких исторических свидетелей о красно-белых полосах на парусах нет. Реальные дракары были практичны. Щиты крепились на бортах не для красоты, а чтобы экономить место в трюме. Но если они сильно мешали, их просто снимали перед боем. Миф номер 8. Все викинги были берсерками. Берсерки были, но в медведей они не превращались. Просто надевали шкуры, как на карнавал. Их бешенство объяснялось тренировками, адреналином, грибами или просто плохим настроением. Скорее всего, это были специальные воины, элита, которые проходили жесткий психологический отбор. В сагах они упоминаются всего один раз, как отряд Канунга, и все. Не было никаких армий берсеркеров. Да и, честно говоря, неистовый воин, который не контролирует себя, это не столько страшно, сколько опасно для своих же. А чтобы врагов напугать, они делали себе на зубах бороздки и красили их углем. Типа, смотри, мы себя-то не пожалели, теперь и вас-то не пощадим. Маркетинг, блин. Работало безотказно. Противник видел эти черные зубы и думал: ребята, я, пожалуй, поплыву домой. Миф номер 9. Викинги полагались только на силу. Ну уж нет, они умели договариваться. В Исландии нашли залы для пиров, потому что пир был дипломатией. Не было у них мида, зато были длинные столы и рога с медовухой. За столом решались вопросы торговли, союзов, обмена землями и невест. Если вы вместе пожрали, то убивать друг друга уже как-то неудобно. Это как совместный обед с коллегой, только без HR. И если уж мир был заключен за столом, то нарушить его считалось худшим из преступлений. Они прекрасно понимали, что торговать выгоднее, чем воевать, и что репутация надежного партнера стоит дороже любого грабежа. Миф номер 10. Любимый напиток викинга – медовуха. Медовуху пили только на праздники, потому что она дорогая, как элитный виски. Мед был ценным продуктом, и варить из него питье на каждый день было бы разорительно, а по будням – пиво. Его варили женщины, у каждой был свой рецепт. Слабее современного, но зато из ржи, пшеницы и овса. Пиво было питательным, полезным и хранилось дольше воды. Вино они любили, но виноград там не рос. Холодно. Так что пили что есть. Иногда добавляли травы и хмель, чтобы вкус был поинтереснее. В общем, были такие средневековые крафтовые пивовары. И что же мы имеем? Настоящие викинги – это не просто драчуны, а торговцы, фермеры, семьянины и даже стиляги. Они и воевали, и мирились, и красиво жили. Они создали одну из самых прогрессивных для своего времени культур. У них были законы, парламенты, тинг, суды и даже что-то вроде социальной защиты. А рогатые шлемы и медведи – это уже наша с вами фантазия. Мы сами придумали этих монстров, потому что реальные факты кажутся нам слишком скучными. Но уж если копнуть глубже, скучным там и не пахнет. Но без этих мифов было бы скучновато, правда? Так что оставим их, чтобы жизнь была веселее. Пусть викинги останутся в нашем сознании немного безумными, немного рогатыми и немного волшебными. В конце концов, кто мы такие, чтобы лишать мира такого колорита? Подписывайтесь, ставьте лайки и не носите рогатые шлемы. Это вам не модно. А если вы все-таки решите надеть, хотя бы снимите перед боем, чтобы не зацепиться за соседский топор. С вами был ваш бородатый исторический гид. Увидимся в следующих мифах.